Меловой период мезозойской эры стал настоящей эпохой расцвета динозавров. В это время на суше, в воде и в воздухе обитало огромное количество самых разнообразных рептилий. Многие из них были самыми настоящими гигантами. Они знакомы нам как по документальным, так и по художественным фильмам. Массовая культура сделала их очень популярными во всем мире. И сегодня мы расскажем о главных противостояниях динозавров и их современников между собой. Гонка вооружений плотоядных и травоядных животных в очередной раз приблизилась к своему апогею. Но очередной природный катаклизм завершил этот ее этап еще одним крупным вымиранием. Подписавшись на наш канал, вы сможете первыми узнавать о появлении новых видеороликов, а при помощи лайков и комментариев под ними вы продвинете наши выпуски по алгоритмам площадки. Это позволит другим любителям науки познакомиться с историей эволюции разных видов животных. Меловой период длился примерно 79 миллионов лет. Он начался около 145 и закончился около 66 миллионов лет назад. Гигантские континенты Гондвана и Лавразия окончательно раскололись на известные нам сегодня материки. При этом уровень Мирового океана сначала поднялся, а потом опустился. Примерно с середины периода средняя температура воздуха по всей планете постепенно падала. На полюсах образовались ледяные шапки. В некоторых регионах зимой температура снижалась до плюс 4 градусов Цельсия. Но последние 4-5 миллионов лет началось медленное потепление. Во второй половине периода в растительном царстве произошла настоящая революция. Появились цветковые или покрытосеменные растения. В лесах мелового периода уже вовсю зеленели дубы, буки и магнолии практически современного вида. Но под ними по-прежнему еще не было травы. Эволюцию цветковых растений ученые связывают с расцветом насекомых. С их помощью стало происходить опыление покрытосеменных. Также с мелового периода известны диатомовые водоросли. Они примечательны тем, что их скелет состоит из кремния. Останки этих водорослей являются основой кремниевых илов и других отложений. Большим разнообразием отличалась и морская фауна мелового периода. В ней присутствовало более 600 тысяч семейств самых разных животных. Для сравнения, из Девона, который часто называют эпохой рыб, ученым известно всего 450 тысяч семейств. В начале мела основными морскими хищниками были плеозавры. О них мы подробнее рассказывали в предыдущем выпуске, посвященном сражениям животных юрского периода. Среди плеозавров мелового периода, которые конкурировали как между собой, так и с другими видами морских животных, можно отметить кронозавра и долихоренхопса. По некоторым оценкам, длина тела кронозавра могла составлять до 10 метров. Весил этот гигант около 11 тонн. Возраст останков, найденных на территории Австралии и Колумбии, составляет 100-120 миллионов лет. Также в распоряжении ученых имеются реальные свидетельства драматичных противостояний морских животных с участием кронозавров. При анализе содержимого их желудков исследователи выяснили, что пищей этим морским рептилиям служили как крупные, так и небольшие аласмозавриды, акулы и даже мелкие черепахи. Масса самой крупной добычи этих ящеров, предположительно, составляла около 3 тонн. Это показывает, что кронозавры с успехом разделывали животных, которых не могли проглотить целиком. Также на черепе небольшого ящера из семейства аласмозаврид, вулунгозавра, были обнаружены следы зубов этого хищного плеозавра.
Неудивительно, ведь зубы кронозавра по форме похожи на зубы касаток или крокодилов, а по размеру достигают 30 сантиметров вместе с коронкой. Сила укуса также была сопоставима с силой челюстей современных крокодилов. Долихоринхопс по всем признакам был рыбоядным плезиозавром. Его длина не превышала 3 метров. Он обладал крупными глазами и вытянутой пастью. Это делало его морду похожей на морды ихтиозавров. Обитал Долихоринхопс на территории современных Соединенных Штатов в период от 70 до 93 миллионов лет назад. В морях и океанах мелового периода продолжали свое развитие различные виды кораллов, морских ежей, двустворчатых моллюсков. Также появилось огромное количество микроорганизмов и мелких раковинных рачков. Они входили в состав планктона. Раковины многих из них имели известковую структуру. Сейчас они составляют основу донных отложений того периода. Но настоящими хозяевами морей мелового периода, конечно же, были мозазавриды. Эти гиганты появились только во второй половине периода, но представить, что кто-то мог оказывать им достойное сопротивление, достаточно сложно. Скорее всего, опасность для них могли представлять только сородичи. Давший название семейству, мозазавр стал первым из большого количества повелителей Мирового океана конца эпохи динозавров. Впоследствии останки мозазавров были обнаружены в Нидерландах, США, России, Бельгии, Японии, Новой Зеландии, Антарктиде, Африке и Скандинавии. Самый крупный из них, мозазавр Хоффмана, вырастал в длину до 17 метров. Но и остальные виды имели размеры не менее 10 метров. Масса этих ящеров достигала 15 тонн. Внешне эти монстры напоминали гигантских крокодилов с ластами вместо ног и огромной пастью, полной острых зубов. Но несмотря на статус мегахищника, и мозазавр мог стать чьим-нибудь обедом. В 2014 году был обнаружен неполный скелет небольшого мозазаврида с очень интересной историей. Найденные останки достаточно неплохо сохранились, и ученым удалось изучить содержимое его желудка. Последним обедом мозазавра стала рыба длиной около 1 метра. Но буквально сразу после сытной трапезы ящер стал добычей как минимум 3 акул. Об этом говорят сохранившиеся следы зубов на его костях. В воздушном пространстве продолжали царствовать птеродактилоиды. Но к концу мелового периода они достигли поистине гигантских размеров. Таких ящеров, как Кецалькоатль, Аэротитан или Хацегоптерикс, можно с уверенностью назвать королями воздуха. Размах крыльев взрослой особи редко был меньше 10 метров. До сих пор среди ученых идут споры о том, как такие гиганты могли взлетать. Питались эти летающие ящеры рыбой, небольшими динозаврами и падалью. Но в это время появилось большое количество реальных конкурентов птерозавров. Речь идет о птицах. Они оказались более приспособленными к изменениям условий существования и смогли пережить мелпалеогеновое вымирание. В мировом периоде появились такие морские птицы, как ихтиорнисы, геспарорнисы и бапторнисы. По размерам и строению ихтиорнисы напоминали современных чаек. Длина их тела составляла примерно 20 сантиметров, а размах крыльев — 50 сантиметров. Весили они от 300 до 600 граммов. Эти птицы умели нырять и долго обходиться без воздуха под водой. Само собой, их основной пищей была рыба. Обитали они на берегах морей, на территории современных США и Европы 85-96 миллионов лет назад. Гесперорнисы и бапторнисы были похожи на пингвинов и вели соответствующий образ жизни. Гесперорнисы вырастали до 180 сантиметров.
Их останки найдены в США, России и Казахстане. Жили они в этих местах примерно 80 миллионов лет назад. Считается, что в основном они обитали на берегах пресных водоемов. У них почти отсутствовали крылья, и, естественно, они не умели летать. Зато эти птицы прекрасно плавали и ловили рыбу своей зубастой пастью. Более ранние бапторнисы были не такими крупными рыбоядными птицами, как гесперорнисы, но вели они схожий образ жизни. Правда, их ноги, с большой вероятностью, были похожи на ласты. Останки этих птиц обнаружены в отложениях возрастом 80-87 миллионов лет назад на территории США, Канады и Швеции. Среди появившихся в меловом периоде летающих птиц можно отметить веерохвостых – конфуциорниса, лонгипетрикса и имбиромезорниса. Конфуциорнис – это небольшая птица размером с ворону. Как можно догадаться из названия, обнаружена она была на территории Китая. Проживали здесь эти птицы примерно 120-125 миллионов лет назад. Примечательно, что у конфуциорниса нет зубов, хотя более поздние и более близкие к современным птицам гесперорнисы и ихтиорнисы были зубастыми. Питались конфуциорнисы семенами растений и насекомыми. Длина тела лонгиптерикса составляла всего около 15 сантиметров. Он также обитал на территории Китая 120-125 миллионов лет назад. Отличительной чертой этой небольшой птицы был вытянутый клюв, составлявший до 60% длины ее тела. На кончике клюва лонгиптерикса имелось несколько крупных мощных зубов. Сначала ученые предположили, что это был инструмент для ловли рыбы, но позже было изучено содержимое желудка одного из закаменелых экземпляров. Выяснилось, что питались лонгиптериксы семенами голосеменных растений. Похоже, зубы использовались ими для того, чтобы доставать эти семена из шишек. Иберомезорнис, живший в то же время на территории Испании, по строению был намного ближе к современным птицам. Это была небольшая птичка с длиной тела до 15 и размахом крыльев до 20 сантиметров. Питались иберомезорнисы насекомыми. На данный момент науке не очень много известно об этих птицах. В распоряжении исследователей имеется единственный экземпляр, причем без черепа и крыльев. Но все-таки наиболее драматичные противостояния между животными происходили на суше. В меловом периоде случился расцвет самых разнообразных плотоядных и травоядных динозавров. И те, и другие обзавелись самыми разными приспособлениями для нападения или защиты. Конечно, доминирующими хищниками на разных континентах были самые крупные тероподы. Наиболее известным из них, без сомнения, является тираннозавр Рекс. Этот хищник, обитавший в Северной Америке, является героем большого количества голливудских блокбастеров и документальных фильмов о динозаврах. Даже наш канал посвятил этому монстру несколько отдельных выпусков. На азиатских травоядных животных наводил ужас родственник Тирекса – торбозавр. В Африке обитали кархародонтозавры. В Южной Америке – гигантозавры. Все они ходили на двух ногах и обладали гигантскими пастями, наполненными крупными острыми зубами. Также тираннозавриды и другие крупные тероподы обладали мощной короткой шеей. С ее помощью они могли поднимать и трясти схваченную добычу, причиняя ей еще большие страдания. Тираннозавру и его родственникам чаще всего противостояли самые крупные травоядные того времени. Это были завроподы, стегозавры, цератопсы и многие другие виды динозавров. Про завроподов мы подробно рассказывали в предыдущем выпуске. В меловом периоде среди этих длинношеих гигантов можно выделить аргентинозавра, титанозавра или брухаткаязавра. Если про первые два вида мы уже рассказывали неоднократно, то на третьем в этот раз остановимся подробнее.
Брухаткаязавр примечателен тем, что был обнаружен в Индии. Название этого завропода означает «ящер с тяжелым телом». И на самом деле эти динозавры имели просто огромные размеры. Например, берцовая кость единственного образца почти на треть больше аналогичной части тела аргентинозавра. Общая длина этого гиганта оценивается в 37 метров. Высота в 10-12 метров, а масса тела в 95 тонн. Правда, все эти оценки являются крайне недостоверными, поскольку все образцы были утеряны. И итоговые размеры были определены группой энтузиастов по имеющимся фотографиям. Была даже версия, что это были не кости динозавра, а окаменевшие деревья. Но про других травоядных конца эпохи динозавров ученым известно не так уж и мало. В это время в разных концах планеты проживало большое количество разнообразных цератопсов, трехрогих динозавров с массивными воротниками. Вполне вероятно, что главному хищнику всех времен, Тирексу, часто противостояли трицератопсы. Их масса составляла до 9 тонн, длина тела до 8 метров, а высота до 2-3 метров. Череп самого крупного из найденных трицератопсов имеет длину более 2 метров. Оружием этих гигантов были рога, которых было целых 3. 1 на носу и 2 над глазами. И если носовой рог был совсем небольшим, то другие 2 могли вырастать больше 1 метра в длину. Вероятно, они служили цератопсам для защиты от хищников и еще чаще для схваток между собой. Стегозавры и анкилозавры защищали себя от более высоких хищников при помощи шипов на спине или прочной костяной брони. Также они имели шипы или костяную булаву на кончике подвижного длинного хвоста. Самые крупные из панцирных динозавров — североамериканские анкилозавры — имели длину в 7 метров и весили до 6 тонн. Также в меловом периоде на нашей планете обитали и более мелкие тероподы, вроде велоцирапторов или авирапторов. Первые были проворными и быстрыми хищниками. Есть версия, что они охотились стаями и могли представлять опасность даже для самых крупных травоядных. Длина их тела составляла менее 2 метров, а высота не более 70 сантиметров. Велоцирапторы были покрыты перьями и отличались крупными когтями на задних лапах. Правда, в художественных фильмах они чаще всего показаны в виде уменьшенной копии тираннозавра. Авирапторы жили на территории Монголии и были чуть покрупнее, но, судя по всему, они были всеядными. Не могли себя спокойно чувствовать и животные, обитавшие вблизи водоемов. В меловом периоде в них можно было встретить гигантских крокодиломорфов вроде саркозуха, капрозуха или дейнозуха. Вполне вероятно, что ведущие полуводный образ жизни утконосые динозавры, такие как гадрозавр, нередко могли становиться жертвами этих монстров. Останки саркозухов, датируемые периодом от 93 до 120 миллионов лет назад, находят как в Африке, так и в Бразилии. Они вырастали в длину до 9 метров и весили 2-3 тонны. Чуть более поздний капрозух обитал на территории Нигера. По разным оценкам, длина этого крокодиломорфа составляла от 3 до 6,5 метров. Дейнозухи были современниками и соседями тираннозавров. Они являются вымершими представителями семейства аллигаторовых и по строению близки к своим современным родственникам. Только вырастали дейнозухи до 12 метров и весили до 8,5 тонн. Такой монстр вполне мог попытаться отогнать от своего водоема даже подошедшего слишком близко Тирекса. Изначально сила укуса дейнозуха оценивалась примерно в 18 килоньютона. Но позднее группа ученых изучила силу укуса 83 взрослых живых современных крокодилов самых разных видов.
В результате выяснилось, что самые сильные челюсти у гребнистых крокодилов. Они захлопываются с усилием почти в 16,5 килоньютона. Перенеся эти результаты на габариты дейнозуха, ученые получили цифру в 102,8 килоньютона. Глядя на фауну мелового периода, может сложиться впечатление, что это было время, когда огромные тероподы, крокодиломорфы и мозазавры съедали все живое вокруг себя. Но, как всегда в природе, баланс сил имелся и тогда. Кроме птиц современного типа, в это время появились первые современные ящерицы, змеи и даже плацентарные млекопитающие. Среди них были как предки копытных животных, так и первые приматы, то есть наши непосредственные предки. А вот с кем пришлось столкнуться в борьбе за выживание им после вымирания динозавров, мы узнаем из следующего выпуска. В завершение мы, как всегда, благодарим зрителей, которые досматривают наши видео до самого конца. Узнать подробности появления и изучения представленных в этом выпуске животных можно из других наших роликов. Также в них рассказывается о флоре и фауне других геологических эпох, становлении человечества и особенностях взаимного существования людей и природы сегодня.